Здравствуйте. Сделал, значит, вот такую штуку. Понадобилось. Это у нас пылесборный кожух для маленькой болгарки, для штрабления. Подпружиненный для пылесоса. Вот так вот. Значит, посмотрели цены в интернете. Оказалось дороговато. Очень даже. Решил купить вот такую, значит, болгарочку макитовскую. 12 оборотов. Мощность 1400 Вт с электронным регулировкой оборотов. С автоматической поддержкой оборотов. Достаточно мощно. Заказал у токаря вот такую гайку. Вот такую шайбу промежуточную. Потом еще буду маленькие заказывать. Так вот это все дело вставляется. Купил диски для этого дела. И это ставится уже на болгарку прикручивается. Получается штраба разных размеров получается. В этом случае у нас получается сколько? Грубо говоря, 36 миллиметров для укладки трубы. 36 вполне достаточно. Там где муфту можно чуть-чуть раздолбать. Так, глубина попозже покажу. Значит, как делали. Взял диск, только побольше диаметром от этого. Разметил, чтобы запасиком было. Так, вот это у нас диски на 150. Вот, значит. Диски не брал, самые дорогие. Взял средние. Уже не помню почем. Не факт. Так. Согнул полоску металлическую по вырезанному, обварил по краю и обточил. То есть получилось не то чтобы фонтан, но на вид пойдет. Значит, крепление для самой болгарки выглядит примерно вот так вот, причем половина вот до сюда аж приварена. Видите? Остальная половина пошла не приваренная, то есть когда при затяжке она ходит. Здесь все сделано с 15 уголка, потом просто вырезано для облегчения. Это тоже, видите, край с него идет. Это кожушки сделаны, чтобы когда заводишь в стену, меньше сосало пыли. Видите, вот так вот это примерно выглядит. Когда заходит, то есть пыли практически нет. Под пылесос сделал с прорезью, чтобы мог расширяться, когда вставляешь. Сделал
взял столбы Жигулевская, там обрезал, подточил, там фотки будут. Значит, регулировка высоты, вернее, не высоты, а глубины происходит таким образом. Без шкал, без мерок, просто желаемую глубину опустил и законтролировал, значит, все. Ниже она уже опускаться не будет. Высота здесь, может, миллиметра 2, не помню, я точно делал уже. Все делалось буквально без чертежей. Все делалось путем подгонки деталей. Где-то подрезалось, где-то вырезалось. Здесь крепление кожуха. Значит, чтобы не сужалась вот эта часть, я приварил кусочек арматуры, проволоки, что у вас есть, чтобы не играло вот так вот. Здесь я сделал болты под шестигранничек, если у вас нет любые другие концы, заточил и просверлил отверстия в уголках в этих. То есть, если разобрать их, выкручиваешь, и эти части снимаются друг от друга. Типа как шарнирчики получились. Вот видно, посмотрите. Значит, установка происходит следующим образом. Пружина, вот это, не помню с чего, по-моему, с термостата я тоже сделал. Выпрямил, обогнул как мне надо, чтобы она зацеплялась. Вот. То есть, если надо поставить диски, я ее отвожу в сторону и спокойно их устанавливаю. Так. Ставится сама болгарка. Сначала таким вот образом. Ключик возьму, секундочку. Шестигранничек, пятерочка здесь. Пятерочка. Чуть раскрыть. Достаточно жестко держится. Я ее затянул вот здесь стержечкой. Все. Ставим диски. Значит, так. Первым ложится один диск. Первым ложится стандартная с болгарочкой шайба. Она упала. В общем, тут все подходит достаточно плотненько, почти впритык. Ставим первый диск. Ставим шайбу. Второй диск.
сделал кончик. Просто чтобы закручивать сверху. Держим штатно на болгарке стопор и подтягиваем. Значит, получается у нас вот такая штучка. То есть тут можно сделать шайбу еще шире, тут место позволяет вот такой поставить. Видите, тут зазор минимальный, а здесь еще можно пошире поставить, то есть до 40, по-моему, аж догнать можно, если вытащить эту шайбу шире. Ну и уже сделать, если шайбы поуже поставить. Так, высота у нас выставляется примерно так. Знаем, что высота у нас от колес до этой станинки 3 миллиметра. Значит, если выкрутить на полную, то получается у нас получается у нас квадрат 36 на 36 сейчас сделано. Примерно так и было задумано. Значит, такая фигня. Так, работает это примерно вот так вот. Так, попробую вам сейчас показать, как она пилит. Выглядит примерно так.
тянет без проблем. Так что, да, пойдет. Пылесос у меня, значит, Интерскол ПУ-32. Подключается болгарка прямо у него, и при запуске он включается. Чуть-чуть есть при входе. Ну ничего. Все лучше, чем без него. Замечательно.